Однажды, прогуливаясь по живописному лесу, Фредерик наткнулся на небольшую поляну, на которой сидел одинокий лабрадор. Его шерсть имела насыщенный золотистый оттенок, который сверкал на солнце словно драгоценный металл, но в его глазах пряталась глубокая печаль, от которой сердце Фредерика сжалось. Он замер на месте, не в силах пройти мимо этого трогательного зрелища. Его инстинкты, полные сочувствия и желанием помочь, побудили его подойти ближе. «Привет, приятель», — тихо позвал он, опускаясь на колени, чтобы оказаться на одном уровне с собакой. Сначала лабрадор смотрел на него настороженно, но затем его хвост начал нерешительно вилять. Он осторожно потянулся к Фредерику, как будто искал утешения и одобрения. «Ты заблудился?» — вслух размышлял Фредерик, когда обратил внимание на ошейник, плотно обхвативший шею собаки. На нем был прикреплен маленький магнитофон, красный свет которого непрерывно мигал, создавая ощущение, будто устройство было живым, полным энергии. Неожиданно собака, которую звали Макс, ткнула носом в диктофон, и в этот момент Фредерик почувствовал странное, но сильное желание следовать за собакой, углубляясь в недра леса. «Хорошо, Макс, давай, веди меня», — сказал он, испытывая непередаваемую, интригующую трату. Собака тут же побежала вперед, периодически оборачиваясь, чтобы убедиться, что Фредерик не отстал. Они продвигались все глубже в лес, обсуждая, что ждет их впереди. Наконец, спустя некоторое время, они достигли небольшой уединенной рощицы. Солнечный свет медленно просочился сквозь густую листву, окрашивая пространство в волшебные золотистые оттенки, создавая атмосферу сказки. Но когда Фредерик приблизился, его вдруг охватила тревога, ощущение, что что-то не так. Холод, словно призрак, обнял его, заставляя внутренне сжаться. Внезапно магнитофон издал отчетливый треск, после чего Фредерик услышал слабый шепот, смешивавшийся с стрекотом насекомых и шелестом листьев. Это было жутковато и тревожно, словно лес шептал ему какие-то мрачные тайны, и в голове Фредерика закружились мрак и страх. Мысли устремились назад к тем детским рассказам, которые его мать читала ему в уютные долгие вечера. «Берегись собаки, которая ведет тебя в лес. Те, кто следует за ней, никогда не возвращаются». Он покачал головой, стараясь прогнать эту мрачную перспективу. «Это всего лишь история», — успокаивал он себя, но, остановив взгляд на Максе, заметил, как поведение собаки изменилось. Дружелюбное виляние хвоста прекратилось. Он стал напряженным, его поведение говорило о страхе и необходимой защите. «Ладно, приятель, давай вернемся назад», — произнес Фредерик, чувствуя, как в его животе образуется комок беспокойства и страха, который порождало обострившееся интуитивное понимание опасности. Но когда он попытался сделать шаг в обратном направлении, Макс издал низкое, угрожающее рычание, преграждая ему путь. Сердце Фредерика забилось быстрее, как будто сам воздух вокруг него сгущался, и популярное выражение о том, что он в ловушке, стало официальным. «Макс, я не причиню тебе вреда», — прошептал он, осторожно отступая назад. Но рычание собаки нарастало, превращаясь в глубокое наказание, которое могло разорвать тишину леса. Фредерик не успел осознать, что происходит, когда Макс стремительно бросился на него, и паника охватила его как буря, свирепо атакующая прибрежный город. Он бросился прочь от собаки, его ноги работали на полную мощность, а ветки хлестали его по коже, оставляя красные следы беспокойства. Сзади звучал стук тяжелых лап Макса, а его низкое рычание вот-вот разразится в трубное эхо леса, создавая атмосферу полной угрозы и непонимания. Мысли метались, отчаяние усиливало его бегство, пока он не заметил небольшую полуразрушенную хижину, приютившуюся среди деревьев. Он вбежал внутрь, захлопнув за собой дверь, и вскоре прислонился к ней. Его сердце колотилось так лаудли,
что он был уверен, что его слышит весь лес. Снаружи Фредерик услышал, как Макс продолжает бродить и лаять. Звук его голоса был полон смеси ярости и отчаяния, словно в нем заключалась вся боль мира. Прошло несколько тревожных минут, и Фредерик постепенно осознал, что ему нужно что-то, что могло бы помочь ему выжить в этом мрачном месте. Он осмотрел тускло освещенную хижину, сердце его сжималось от страха и безысходности, когда он искал чего-нибудь полезного. Пространство было завалено старыми инструментами, побрякушка, остатками давно забытых жизней. Он чувствовал себя как мышь в ловушке, и эта комната казалась ему гробницей, в которой он мог провести последние мгновения своей жизни. Минуты растягивались до бесконечности. Внезапно резкий звук разорвал тишину, и он услышал человеческие голоса снаружи. 2 местных жителя пришли разобраться в произошедшем. «Ты это слышал?» Один из них воскликнул, и в его голосе прозвучал легкий страх. «Похоже, что-то серьезное». Сердце Фредерика подпрыгнуло от радости при звуке человеческих голосов. «Помощь! Я здесь!» — прокричал он дрожащим, полным надежды голосом, стремясь привлечь их внимание. Дверь с долгим скрипом открылась, на пороге оказались 2 крепких мужчины с широко раскрытыми от беспокойства глазами. Фредерик, быстро и сжимаясь, рассказал о своих душераздирающих столкновениях с Максом. Его голос дрожал от нервного напряжения. Один из мужчин, опытный лесоруб по имени Том, нахмурился, и Фредерик мог увидеть, что тот осознавал всю серьезность ситуации. «Это собака не просто потерялась», — произнес Том с угрюмым выражением, и его голос был как предвестие беды. Браконьер использовал его для выслеживания и ловли животных. Мы уже несколько месяцев пытаемся поймать этого ужасного человека. В этот момент Фредерик почувствовал волну облегчения, но при этом в его сердце возникла глубокая печаль по поводу собаки, оказавшейся жертвой обстоятельств, которые не зависят от ее воли. «Но он всего лишь собака», — произнес он дрожащим голосом, не веря в то, что они собираются делать. Он не просил об этом, не выбирал этого. Мужчины кивнули в согласии, понимая тяжесть положения. Они быстро разработали план, как вывести Макса из хижины, используя еду и транквилизатор, чтобы спасти его от разрушительной жизни, которая ему была навязана. Фредерик с тревожным ожиданием наблюдал за действием, полным надежд на то, что они смогут помочь этому несчастному существу, изменить его судьбу. Прошло, казалось, целая вечность, и, наконец, они вернулись с Максом, который выглядел более спокойным и подавленным, чем когда-либо. Браконьера задержали, и власти забрали его в участок, чтобы больше никогда не видеть его зловещего влияния на лес. Сейчас Фредерик опустился на колени рядом с Максом, который взглянул на него своими огромными, печальными, но благодарными глазами. «Привет, приятель», — тихо произнес он, протягивая руку, чтобы погладить собаку по голове. Этот жест стал началом новой связи, отношения, рожденного в социальных условиях, которые заставляли их бороться за свою жизнь. Теперь они были равны, объединенные общими страданиями и надеждой. Макс, будто понимая, наклонился к прикосновению, и в этот момент Фредерик ощутил, как между ними возникла невероятная связь. Глубокое понимание, которое, казалось, превосходит их мучительный опыт. Он знал, что они оба, каждый из них, нашли друг в друге поддержку и надежду, и что это была только первая глава их новой истории дружбы. Фредерик мог только представить, какие перемены ждут их впереди. Теперь, когда прежние страхи остались позади, их ждет новая жизнь, полная возможностей и взаимопонимания, и оба знал, что вместе они смогут преодолеть даже самые тяжелые испытания, которые принесет им судьба.